Ребят, всем привет, с вами Алексей Костылев, и наконец-то мы с вами увиделись на нашем канале, и с нами Егор. После долгого перерыва наши видео возвращаются, наше интервью возвращается. Я очень рад тебя видеть, очень соскучился. Скажу честно, когда мы проводили очень много времени на турнирах, то немножечко, знаешь, надо было отдыхать от всех. А сейчас вот прям рад тебя видеть нереально. Как дела вообще? Как тебе обстановка в мире? Рассказывай, делись. Да я тоже рад очень тебя видеть. Все-таки мы уже полгода почти не видим. Все-таки мы уже как семья, правда? Ну, конечно. Больше 5, сколько? 4 года? Сколько мы вместе с тобой? Ну, уже 4 года, да. Обстановка... По кайфу или нет? Ну да, нормально сейчас. Ну, получше, чем было. По крайней мере, когда была пандемия, это как-то даже страшно было. Мне, наверное, особенно. Просто я с бабушкой живу, и это такая категория людей, которые попадают под риск. И от автомата мне надо было максимально ни с кем не видеться, чтобы не дай бог что. И до сих пор это, в принципе, это еще актуально. Тяжело. Вот в этом плане тяжело. Расскажи, как проходил вообще карантин? Ты живешь с бабушкой, получается, бабушка попадает в зону риска, и вы все время находились на самоизоляции вдвоем? Или все-таки... Втроем мы живем с девушкой еще. И да, мы все время на самоизоляции, но бабушка ушла с работы как раз, чтобы не ходить в больницу и не подвергать себя лишнему риску. И, в принципе, да. Тяжело 3 месяца сидеть было, но вот выбрались. Выбрались из подземелья, да? А за продуктами ходили или заказывали домой доставку и вообще не выходили из дома? Ну, у нас есть доставка, да, можно было вообще не выходить, но, естественно, иногда хочется и выходили. Ну, просто вначале было очень стрёмно, правда. Я я вообще вообще не хотел выходить. Я не выходил первый месяц, наверное, вообще, в принципе. Там пару раз мусор выносил. Да, напоминало просто как фильм, помнишь, с этим, с Да, Уиллом Смитом. и улицы пустые, вообще все пустое. Там, утром единственное видно только троллейбусы, эти трамваи тоже пустые, я не знаю, зачем они есть. Ну, а вообще чем занимался во время карантина? Шпилил, кушал, смотрел фильмы или все-таки уделял больше времени, скажем так, онлайн-играм, тренировкам? Учитывая, что карантин начался почти сразу после готовиться, то первый месяц, когда мы не так сильно упорно, там очень много тренировались, я лично увидел, что там просел индивидуально, хотелось очень сильно поднять свой уровень игры и вернуться то, что было в Катовице. На это, естественно, нужно очень много времени, и сил, и упорства, и работы, поэтому начиная где-то вот с конца, середины даже апреля я очень много работал и вместе с командой индивидуально, и чтобы наверстать упущенное и вспомнить то, как можно играть. Вы приехали в Киев, цель визита — это буткемп и оздоровление, верно? То есть здесь вы будете профилактически проходить процедуры? Да, предложила наша организация провести, совместить приятное с полезным, провести оздоровительные процедуры, поправить здоровье, плюс параллельно будет проводить буткемпы и готовиться к турниру. Очень круто, что появилась возможность реально приехать и реально поправить здоровье и, в принципе, и потренироваться, да, и увидеть друг друга. За вот последние года я вообще практически не помню каких-то онлайн-игр. Мы все время играли на лане, все время мы были вместе летали. Как сейчас проходят онлайн-игры? Тебе вообще по душе, вот расскажи, онлайн шпилки дома? Ты сидишь с чаечком, играешь или нет? Из-за того, что, наверное, вот такого, что у нас не было 1,5 года онлайн-игр, я больше отвык от этой вообще среды, от этого вечного онлайна, когда раньше ты сидишь там сутками, у тебя постоянно матч за матчем, и, естественно, когда ты уже привык к кланам, тебе нравится эта атмосфера, это зрители, там, какие-то эмоции, они немного отличаются от того, что ты играешь в онлайне, хоть тебе и скажут, что это турнир, естественно, мы настраиваемся как на такой же турнир, как на лане, но ты не можешь почувствовать те же самые эмоции, сидя просто дома, не видя ни тиммейтов, ни соперников, непонятно кто как играет, в каких условиях, у кого-то может там, я не знаю, реально у кого-то чит, может, завалялся где-то в папке, да? Не чит, но даже банальные там СНГ проблемы, я думаю, часто и у меня так и есть, что когда жарко, например, у нас, если нет кондиционера, то достаточно тяжело играть в таких условиях. А у вас нет кондиционера? Ну да, нет.
Но Егор, купи кондиционер. это решаемый Ты вопрос, но бабушке. все равно я просто... Ну, Да, ты я не говорю хочешь, больше... Я говорю больше от лица, ну, просто людей, вот, А, я СНГ. понял, о чем ты Не говоришь. только себя. Да, у меня нет кондиционера, но просто раньше не было онлайн-игр, он был не нужен. Я играл, типа не чувствовал какое-то напряжение. Я понял. Ну, Сейчас, уже лето естественно, к да, концу лето. подходит, да? Нужно уже, да. Ну, уже поздно, надо было уже раньше думать. Но суть не в этом. Я говорю про то, что типа непонятно какие условия, какие-то проблемы могут быть, интернет, там, пинг, еще что. И, конечно, игры в интернете, они отличаются от игр на лайне. И плюс, когда ты играешь дома, ну, подтверди эту теорию, мне кажется, что все-таки домашняя атмосфера, она немножко расслабляет тебя. Можно себе позволить без формы сидеть, знаешь, там, Ну, в думаю, шортах. да, есть, футболках. конечно, разные люди, в принципе, по отношению к делу и так далее, по тому, как они проявляются во время игры, но, безусловно, практически на большинство, 95% людей, хоть какое-то минимальное влияние, но игры в онлайне, дома, конкретно там, в своей обстановке, они кому-то идут на пользу, например, а кому-то идут наоборот, ну, они не могут прочувствовать. А есть люди, наоборот, которые на лане не могут играть, и как-то они скованы, они, ну, растеряны, у них нет опыта, да. Тут они чувствуют, что им не нужен этот опыт, они у себя в среде, и так как бы мы к ним приходим в среду. И чувствуют, может быть, какой-то advantage, превосходство в чем-то, в том, что они играют реально, ну. А у вас в команде, вот если со стороны посмотреть, кому сложнее всего давался онлайн? Да, походу, мне. Чего тебе? Ну, я думал, например, ну, если честно, там, допустим, Элику, у него дома и семья, и ребенок, знаешь. Ну, онлайн в плане, если по результатам судить, именно индивидуальной игры, то, не знаю, мне кажется, может быть, мне там с Гумычем реально, потому что мы выпадали чаще других. Что касаемо, может быть, психологически, то, ну, тоже, не знаю, может, москвичам реально, ну, у нас такие условия были, что нам вообще не выйти реально. Просто сидишь дома, как это странно, реально, очень странно, и с точки зрения реально психологически тяжеловато. Одна и та же обстановка, постоянно ты как бы проживаешь, как будто день сурка. У тебя каждый день он одинаков. Единственная разница только если у тебя какие-то игры. Там. Если у тебя варзончик установлен с КСиком, да? Но это уже, конечно, после отпуска. Это было... Ой, после отпуска. До отпуска. Нет, во время отпуска. Это было во время отпуска, и то, что было в отпуске, это... Остается в отпуске. Да, я, в принципе, Я другие понял. игры не играю, помимо Counter-Strike. И Да нет, что, конечно, нет. Советую реально Только никому, в и CS. те, кто играют профессионально, реально не играть в другие игры, ну, помимо некоторых. Помимо каких? Ну, Warzone можно поиграть. Варзончик заходит, да? Ну, это прикольная игра. В плане, знаешь, я подхожу с точки зрения, там можно реально выставить сенсу, ну и во всех таких играх, в принципе, везде, как в CS, и если... Один в один там есть Один в сайт, один да. конвертация, да, если ты так сделал, то хотя бы оно не помешает, ну, оно не... Ты не растеряешь навыки своей наводки, там, в CS, я тебе условно сравниваю, с тем, что у тебя не будет разницы в сенсе хотя бы. В другие игры, я думаю, мое личное мнение, что они все равно отбирают лишнее время, это то, что отодвигает только назад, оно не дает тебе никакого буста, помимо, ну, какого-то эмоционального расслабления. Если только ты реально устал, там, перегорел, ну, реально можно отдыхать, играть в другие. Ну А вот так, КС, он с 2012 года, в 2012 появился Go. Вот скажи, 8 лет прошло, игра уже немножко обросла мохом, действительно. Тебя это не останавливает, скажем так? Ну то есть когда-то это была мечта любого подростка, чтобы он стал киберспортсменом, а многие не понимают, что это действительно работа, и когда проходит 8 лет и выходят крутые игры с другой графикой, то получается ты все-таки на работе играешь в КС. если честно, вот приведу пример. Вот мы играли шоу-матч буквально недавно против 2010 Na'Vi. В 1.6, когда мы зашли, я же вообще почти не играл в 1.6. Ты прозрел? Я играл в 1.6, ну, за пару лет до того, как CSGO вышло, я просто по фану пару миксов вообще в жизни. Скажи, был И похож на Майнкрафт. я зашел в эту игру, и я раньше говорил, помню свои слова, давно, когда играл в Source, там CSGO только вышло, я говорил, блин, 1.6, крутая такая игра, реально. Была бы сейчас, типа, развивалась, было бы круто, я бы хотел в нее поиграть. Сейчас я зашел, но мне реально чуть плохо не стало от того, что это вообще за ужас.
это вообще 100 FPS, ты можешь поставить больше, но тогда ты не можешь стрелять, потому что тогда прицел просто не открывается. И ты играешь в какую-то игру с непонятным прицелом. А если играть 100 FPS на 240-герцовом мониторе, мне кажется, это, ну, реально это тяжело. Просто, наверное, в те времена были 120 Гц, и чувствовалось CS-то по-другому, полегче. Сейчас как-то вообще не то. Ну, может, это чисто из-за того, что я реально не играл никогда, и сейчас мне было не по себе, но мне очень было противно реально на 3 часа играть в эту игру. Это было просто очень, реально, ну, Я тебя просто понимаю. противно. Я тебя Но понимаю. весело с точки зрения, но другие карты, какие-то гранаты, которые через полкарты летят, ну, как какой-то мешок, я не знаю, реально мусор. Я с тобой согласен. Тебя коцают. Ой. С ножа можно в голову зато убить. Вот это круто. То есть, в общем, ты развеял мифы и мемы в интернете о том, что в КС ты не заходишь. В среднем ты сколько часов играешь в день? Ну, если у нас тренировки именно, там уже плотный график, то у меня график с 12 до 12 где-то. Ну, иногда с 11 до 12 ночи. Иногда, может быть, до 11. Там 10 тренировок кончится, ну, до 11. Да. Система мажоров сейчас изменилась. Вы играли первый свой турнир Road to Rio, где заняли 7-8 место. Расскажи. Ну, про мы уже и Road to второй Rio. сыграли тоже. Сначала, слава богу, сначала расскажи Первый, про да, Road to Rio. если честно, первый, наверное, был, ну, больше шоком для всей команды. И для меня тоже. Это вообще, ну, недопустимый результат. Мы это понимали, сделали выводы, поговорили, обсудили, начали много работать над ошибками, понимать, что была доля какого-то везения, может быть, у соперников с точки зрения, что и было легче просто. Ну, мы не были готовы вот к этому Road to Rio вообще. И, ну, из-за того, что я в онлайне проходил. И ко второму мы уже набрали форму, показали получше игру, да, были трудности все равно, но одержали победу. В последнее время вы сыграли очень много матчей с командами с СНГ. Как тебе вообще этот опыт? Как тебе команды СНГшные? Ты видишь вообще какие-то перспективы, рост? Да, безусловно. Сейчас, мне кажется, наша сцена, она достаточно сильная. Появляется много реально сильных игроков, молодых, перспективных. Уже несколько команд даже есть целых. Вот Force, которые достаточно долгое время вместе. Все время развиваются, у них один и тот же состав. Результаты, ну, почти всегда шли вверх, за исключением, сейчас, конечно, пандемия, пока непонятно, что у них там. Но вроде как с приходом Ламыча сейчас пошло опять получше. Дальше Gambit Youngsters есть, это тоже очень сильная команда. Я бы сказал, команда на задатках Андрея построится, потому что он провел там колоссальную работу, в основном, конечно, с двумя, можно сказать, звездами там того состава, с Акселем, с Широ, ну и со всеми другими ребятами, кто был там. Поэтому команда перспективная. Сейчас Ваня Фин, там тоже очень трудолюбивый тренер, реально работает. Растет очень добротная, сильная команда. Я думаю, что даже уверен почти, что они станут основным составом Gambit, и вряд ли кого-то другого там подпишут. Тем более еще Хоббита вроде взяли сейчас. Много реально команд, сейчас всех перечислять, Спирит и так далее. Просто именно уровень СНГ вырос, и сейчас, когда ты играешь против всех СНГ команд, ты играешь как против команд, которые находятся, ну, в топ-20-30 рейтингах, как против любой другой сильной команды. Как бы хочется всегда, как у нас было на протяжении 4 лет, когда почти без каких-либо проблем мы выигрывали все СНГ команды, и всегда так было, но сейчас что-то изменилось, но мы планируем это исправить, и надеюсь, у нас это получится, и снова вернемся. Войти в ритм. Вот Войдем в смотри, ритм, да. очки, которые вы заработали на мажоре в Берлине, благодаря этим очкам вы получили инвайт на Clutch Island, там уже не оставили своим соперникам никакого шанса. Можно сказать, что к этому турниру вы уже вернулись в этот онлайн, скажем, ритм после неудачного начала онлайна, скажем так? Ну да, я уже как бы немного даже ответил на этот вопрос. Просто после первого мы реально собрались, начали много тренироваться, работать над ошибками, понять, какая команда мы и какой у нас уровень. Что мы параллельно с первым РМРом выступали на европейских турнирах, и там входили в топ-4. То есть, получается, мы как бы в топ-4 в Европу входили, но в СНГ в первом же турнире заняли чуть ли не последнее место. И это, ну, понятное дело, что это как бы, скорее всего,
больше случайность, чем то, что должно произойти. Поэтому каких-то супер проблем у нас не было. Мы понимали, что еще 2 турнира впереди, и еще есть, и куча шансов еще выйти на мажор. Не надо из этого строить какую-то супер проблему. Ну, бывает. Ну, бывает. Ну, Скажем разок так. можно сказать. Можно, конечно. Можно. Расскажи о ближайших планах ваших и о ближайших турнирах, которые вас ждут. Сейчас у нас в планах это начать тренировочный процесс, также пройти вот обследования медицинские. Для начала, наверное, все-таки это сделать, и после этого уже начнется через пару дней тренировочный процесс, к которому мы будем подготавливаться к ESL Ван Кёльну. Слушай, ну Кёльн это, на моей памяти, один из самых классных турниров. Мне очень понравилось и организация, и город. Мы там были не один раз, и я помню, как вы победили. Да. Там. Это было просто невероятно. Как сейчас ощущается ли масштабность этого турнира? Потому что большая аудитория, большие призовые, когда сидишь на буткемпе. Вот это вся подготовка. Ну вот непонятно еще, знаешь, мы еще не были на буткемпе, и у нас не было возможности ощутить турнир с онлайна вместе, поэтому у нас как-то все это было по отдельности. И сейчас, я думаю, у нас получится воссоздать какой-то, что-то типа репетиции какого-то сцены и так далее, и чтобы подходить всегда в оптимальном настрое на матч. И на буткемпе это легче сделать, когда все вместе, все работают и все видят друг друга. Как ты считаешь, на ESL кто ваш самый главный соперник? Каких оппонентов стоит, скажем, внести в список повышенного внимания? Не знаю, кого конкретно вносил бы в список повышенного внимания, но из тех команд, с которыми мне лично, например, очень нравится играть, и всегда достаточно интересные матчи, это G2, FaZe, Mousesports, да вообще куча команд. Знаешь, со всеми так интересно. Сейчас Counter-Strike, все выходят на такой уровень, что много команд в топе, они достаточно близко, особенно в европейском, в русском регионе, и из-за онлайна нету какого-то лидера явного, типа даже какой-то группки команд, которые всегда вот одинаково выступают. G2, Fnatic, Маус, Маус плохо не выступали, но все равно это сильная команда. Маус, Vitality, Astralis с новым составом, интересно, что там будет. В принципе, Кёльн реально такой турнир, где все вот команды, почти с каждой, за исключением, если там есть парочка аутсайдеров, все остальные команды это там мировые бренды, топы. Топчики, да? Слушай, ты ответил практически на все вопросы, интересующие нас, по крайней мере, в этот период. Мир внес свои коррективы, которых никто не ожидал, и сейчас видно, как все приспосабливаются к онлайн-турнирам, все хотят вернуться, но непонятно, как работает карантин во всем мире, потому что некоторые мероприятия разрешают, они ничем не отличаются от турниров, некоторые запрещают, но, в общем, вот так вот. Обращение к нашим зрителям, мы давно не виделись. Ребята, от себя хочу добавить, что теперь видосов будет побольше. Ребята на буткемпе, и так как турниров ланов не намечается, даже больно это говорить, мы будем делать для вас очень много крутого материала. Теперь твое обращение. Хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые нас поддерживают, пожелать всем здоровья, побольше мойте руки, соблюдайте меры предосторожности, не болейте и будьте здоровы. Ребята, с вами был Егор Флейм и Алексей Костылев. Ставьте лайки, не забывайте нажимать колокольчик, чтобы следить за нашими видео. И подписывайтесь на наш канал. Совсем скоро увидимся. Всем пока. Пока.